Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня вас ждет воинственная MX-50B, взвод девяток, который смог, и самый необычный отличник недели. Но сначала, по традиции, разогрев. Начнем разогрев на Химмельсдорфе. Что будет, если объединить стальную стену и захватчика? Ответ на этот вопрос знает АТ-15. Надменный британец в спокойном и непринужденном стиле проезжает по банану. Вроде даже убивает кого-то. Понимает, что команда проигрывает, и все так же спокойно едет на захват. КВ-4 попадает? Неа, захват идет. Т-34-85 тоже попадает? Я не заметил. А может, ИС-6? Не. Ну, то есть да, он стрельнул, конечно, но толку от этого? Примерно как и от Хелкета. А Т-15, кто ты без своей скорострельной пушки? Стальная стена, захватчик, разогрев, филантроп. Едем дальше. Переноситься никуда не будем и продолжим на Химках. Итак, СТБ-1. Вопрос на 1000 золота. Как можно заработать фраг? А. Стрельнуть. Б. Затаранить. С. Столкнуть. Д. Сделать что-то безумно крутое. И ваш ответ? Конечно, вариант Д. СТБ-1 от всей души накидывает врагам. Одному даже БК взорвал. Бульдог с одной единицей прочности пытается убежать, но... Башня! Башня оторванного врага убила бульдога. Как часто такое можно увидеть? Раз мы заговорили о том, что мы видим редко, то перенесемся на рудники. Как можно описать произошедшее здесь и остаться в рамках цензуры, я не знаю, так что в какой-то момент я замолчу. Короче, ИС-8 и Е-100 катают взводом. Едут они, значит, такие на горку, даже почти берут ее, и тут... Да ну вас! Вы это видели? Вражеская арта стреляла бронебойными по Е-100, снаряд срикошетил и взорвал БК 8-му ИСу. Это же как в прошлом выпуске, только раз в 500 круче. В самой воинственной номинации на этой неделе побеждает игрок с ником Valium на MX-50B. Видеть в этой номинации француза Небатшата уже странно, но поверьте, это того стоит. Встречный бой на Малиновке начинается с того, что наш герой решает немного поприкрывать союзников. Он занимает удобный камень на подъеме в гору и начинает свое соло на барабане. На горе союзников хватает, а вот внизу, между врагами и союзной артой, стоит лишь лев и бульдог. «Маловато будет», — процитировал голос в голове известный мультик, и наш герой двинул вниз. Тай-59 не оказал вообще никакого сопротивления, но коровники все-таки сдали. Попытки попасть по Центуриону заканчиваются неудачей, а союзники помаленьку начинают сдавать. Счет 6-9. 50Б продолжает грамотно отсиживаться за деревом. Т-54Е1 объявляется на горизонте. Перестрелка американского и французского барабана заканчивается в пользу последнего. И теперь надо пережить очередные 28 секунд беззащитности. АМХ прячется за коровниками, а враги с горы уже начинают обстрел союзной арты. Француз засвечивает Центуриона и есть. Британец убит. Наш тяж на КД, и самое время поехать к двум оставшимся союзным артам. Барабан заряжен, но француз не успел. Недовафля забирает одну из наших САУ. Немецкая ПТ пропадает из-за света, но это не так страшно. Выбирать, в кого пострелять, долго не приходится. Вражеский близнец погибает, и наш герой опять вынужден отступить. Последний союзник убирает, а врагов еще целых 6. Отступление нашего героя было вознаграждено подарком в лице ФЦМа. 5 осталось. Не попасть под арту, пострелять в Е-100 и опять уйти на перезарядку. Все правильно. Идти на Е-100, рискуя не пробить его или получить чемодан, или избавиться от вражеских САУ. Выбор очевиден. АМХ избавляется от 2 из 3 артиллерий, но захват уже идет полным ходом. Тут же появляется Е-100, благо он не успел убрать незащищенный бок. 10-й фраг. Осталось 2 врага, и один из них на захвате. Француз мчится на базу, немецкая самоходка пытается спрятаться, выстрел вафли, и 65 единиц всего остается. АМХ добивает врага, но медлить нельзя. Арте достаточно попасть рядом, чтобы бой закончился. 50Б едет искать САУ и находит ее. Артобат получает, но успевает спрятаться за камень. Еще 2 выстрела проходят в гуслю, и в барабане остался 1 снаряд. САУ допускает ошибку, выезжает и... Есть! 12-й фраг. Отличная победа и грамотная игра на протяжении всего боя приносит игроку с ником Valium звание воина этой недели. Поздравляем! Звание поддержки недели уходит игроку с ником Pointer94 на Волкер Бульдоге.
Бой на степях с девятками чаще всего сулит для ЛТ только одно – быструю смерть. Наверное, поэтому наш герой в начале боя решает на время забыть, что он светляк, и играет чистую ПТ. Помогать союзникам таким способом тоже неплохо. Жаль только, союзники не в курсе, что им помогают. Знали бы, не сливались. Как бы то ни было, Бульдог начинает использовать свою скорость только ближе к концу боя. Забрать арту – хорошо. Коллективно заклевать Фердинанда – еще лучше. Не теряя ни секунды, американец уничтожает еще 2 вражеские САУ и даже сравнивает счет. Но радоваться рановато. Параллельный захват очень быстро превращается в просто воющую сирену, и надо сбивать. Расстояние от одной до другой базы стоило нашему герою последних союзников, и теперь он 1 против 3 тяжей 8 уровня. Грустить времени нет. Бульдог очень даже в бульдожьем стиле врывается на Т-34 и разрывает его, хоть и не без потери здоровья. Остались 2. Попытки засветить врагов в центре проходят неудачно. Об этом сообщает вновь запевшая сирена. Оба врага стоят на базе. Наш герой аккуратно подсвечивает захватчиков и в 1 выстрел добирает Т-32. Это было просто. Что будет совсем непросто, так это разломать почти фулового 3-го ИСа. Американец делает тактический крюк и выскакивает на тяжа. ИС явно не ожидал увидеть врага с этой стороны, и теперь начинается карусель. ИСу достаточно только раз попасть в Бульдога, но куда там? ЛТ крутит соперника так, что советский экипаж уже должен был себе раз 10 свернуть шеи. Еще несколько выстрелов и есть. Враг повержен. Грамотная игра и отличная концовка – вот что приносит Бульдогу звание поддержки этой недели. Поздравляем! Защитником этой недели становится игрок с ником А на Т-34. Встречный бой на Эль-Халуфе не особенно способен удивлять расположением техники. Наш герой это знает, а потому на всех парах топит в квадрат А1. Несмотря на то, что база совсем не здесь, можно смело сказать, что 34-ка начинает защищать ее уже сейчас. 4. Столько танков он одновременно вызвал на дуэль. Вот только счет как-то странно меняется. То 1-5, то 2-7, то 5-10. Союзники перестают сбивать непрекращающийся захват, а это может означать только одно – там больше нет союзников. Аккуратный засвет и 83 пунктов захвата как и не было. Последний союзник в лице ФВ-304 покидает бой, и наш герой 1 против 5. Все плохо? Нет, все очень плохо. Захват не прекращается, а арта соперников норовит закончить бой. Американец еще раз откатывает красную полоску. Сзади появились КВ-85 и Чири. Китаец отправляется в ангар за 1 выстрел, КВ-85 за 1 выстрел и таран. Отлично! Захват продолжается, но время еще есть. Пора разобраться с артой. Ох уж и потрепала ты мне нервы. Бон вояж! С помощью этого фрага наш герой уже получает воина, но есть куда более важная сейчас медаль. ВК-3601H даже не понял, откуда его убили. И вот теперь защитник. У вражеского Т-34 в 2 раза больше здоровья, а это значит, что надо быть предельно аккуратным. Осторожный засвет и 2 выстрела по кумполу. Есть победа! Отличная игра, правильное использование своей техники и непоколебимая воля к победе. Вот залог успеха настоящего защитника. Защитника этой недели. Поздравляем! В номинации «Братья по оружию» сегодня побеждает взвод девяток из М103, СТ-1 и Ваффентрагер ПЗ-4. Карта Заполярья – стандартный бой. В начале сражения наши герои отправляются на правый фланг, где и будет проходить все веселье. Первой жертвой наших героев становится ИСу-152, которая решила... Я не знаю, что она решила. Она просто свалилась с пригорка. Такой странный суицид явно смутил врагов. И Першинг, Тигр-2 и Е-75 вскоре также отправились отдыхать. Оставшиеся на фланге соперники сразу попытались исправить ситуацию, но даже такого яростного напора не хватило, чтобы сдержать наш взвод. Фланг зачищен. Каково же было удивление взводных, когда они обнаружили, что враги уже подошли к нашей базе. Да что там подошли? Они вот-вот уничтожат последнего союзника. Надо возвращаться. М103 убивает ИСа, но враги начинают захват. Тай-59 хотел полакомиться взводным вафлепазиком, но вместо этого просто и банально отправился в ангар. Такие активные действия взвода заставляют соперников бросить захват, но и это их не спасает. Ваффентрагер ПЗ-4 спокойно добивает Бульдога, а СТ-1 Тайпа-62. Счет становится 14-12 и остался последний враг. У М103 8 фрагов, а у Вафли 5. Логично, что за борщом отправится СТ-1. Поездка до чужой базы и есть победа. Взвод убил всех врагов. М103 стал воином и стальной стеной. СТ-1 получил поддержку, Вафля – основной калибр. А все вместе они получают звание «Братьев по оружию». Поздравляем!
свободной номинации на этой неделе победил игрок с ником Столичный на БДР Г1Б. Все ведь знают, что голдовые снаряды уже давно можно покупать за серебро. Конечно, все, но комментарии о том, что у вас в передаче побеждают только голдострелы, не прекращаются. В общем, специально для вас. Парень, который обожает хардкор. У него не то чтобы голдовых снарядов нет, у него вообще ничего нет. Оборудование, снаряжение, ничего. Только ББшки и стальные топливные баки. Итак, нашего героя закинуло на тихий берег. В начале боя он отправляется в центр карты и потихоньку занимается своими танковыми делами. В основном стреляет. Набив 3 фрага, француз правильно замечает, что враги начинают обступать базу, а это значит, что пора вернуться. Медленно, очень медленно едет наш герой к родной базе. Счет меняется во все более устрашающую сторону и... доехал. Даже стрельнул по КВ-1, а счет 6-14. Как вам расклад? 1 против 9. Наш герой быстро добивает ПЗ-2. Дуэль против Т1 Хэви и КВ-1 также заканчивается в пользу француза и вроде бы отбил. Хотя вы знаете, чувство довольно странное, когда только что убил 3 врагов, отбил базу, а соперников еще аж 6. Сзади появляется Т-34. Небольшая погоня и 34-ка повержена. Теперь на базу. Сбить очередной захват. Парализованный КВ-1 становится 8-м фрагом. 3 арты чуть не накрывают нашего героя, но он умирать явно не собирается. Едем к вражеской базе и вылавливаем одну из САУ. Побег на остров не удался. Тут же следует попадание от Бирчгана. Этот подлец спрятался за домом и надо чуть отъехать. Грамотное отступление позволяет французу проникнуть на чужую базу, и еще 2 врага обнаружены. Арта чудом не заканчивает бой, оставляет нашему герою 38 единиц прочности. Выстрел по А-20 поджигает его, и тут же второй залп по САУ. Есть 11-й фраг. Счет 14-14. Наш герой уже сделал почти невероятное. Главное сейчас не ошибиться. Француз выкатывается из-за угла, враг в засвете, снаряд арты пролетает в считанных метрах от француза, прицелился, выдохнул, убил. Есть победа! За фантастическую игру и, видимо, непоколебимую принципиальность в вопросе доната игрок с ником Столичный получает звание отличника этой недели. Поздравляем! Победителем прошлого выпуска стал игрок с ником GTR300 из номинации «Стальная стена». Именно его вы выбрали лучшим реплеем путем голосования в нашей группе ВКонтакте. Поздравляем победителя и вручаем ему дополнительную порцию золота. Ну и на этом у меня все. Не забывайте, что в World of Tanks теперь можно играть и на андроиде. По этому поводу у нас вышел специальный ролик. А для ПК-версии игры у нас вышла озвучка с голосами ведущих ВГТВ, Аси, Ольги Сергеевны и, конечно, меня. Скачивайте и устанавливайте. Вот теперь точно все. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо. Всем пока.